Недавно на экраны кинотеатров вышел новый художественный фильм «Дорогие товарищи», снятый по мотивам новочеркасских событий 1962 года. Тогда, в ответ на объявление советского правительства о повышении розничных цен на мясо и масло, в Новочеркасске началась стихийная демонстрация рабочих, разогнанная войсками. По официальным данным, при этом погибло 23 человека. Я бы хотел рассказать не о демонстрации и не о новом фильме, а о причинах, приведших к злополучному повышению цен. Как со многими хрущевскими реформами, это была смесь объективных обстоятельств и волюнтаризма властей. В 1953 году наследникам Сталина досталась система обеспечения горожан продовольствием, сложившаяся за 20 лет до этого, во времена первой пятилетки. Тогда проблему получения нужных для пропитания рабочих и экспорта объемов сельскохозяйственной продукции решили довольно жестко. Начиная с 1928 года договора с крестьянами становились все менее и менее добровольными, пока в 1933 году они не были заменены обязательными поставками. Колхоз был обязан сдать государству заранее определенное количество продукции по заранее определенным ценам. Эти цены назывались заготовительными и были не только ниже рыночных цен, или как их тогда называли, цен колхозного рынка, но и меньше себестоимости производства. Другими словами, экономического смысла колхозу продавать хлеб и мясо по таким ценам не было никакого. Кроме того, крупные объемы продукции изымались государством как натуральная оплата за услуги МТС, машинно-тракторных станций, которые сдавали колхозам в аренду трактора и другую сельскохозяйственную технику. После того, как колхоз сдавал государству продукцию по обязательным поставкам и в счет оплаты за услуги МТС, оставшееся продовольствие он мог или опять-таки продать государству оптом, или раздать колхозникам для продажи на рынках. Продажа продукции государству сверхобязательных поставок шла не по заготовительным, а по более высоким закупочным ценам, которые, однако, все еще были ниже рыночных. В советских книжках это объясняли тем, что государство берет на себя транспортные и организационные расходы, да и сейчас оптом дешевле. По картофелю, овощам и основным видам мясомолочной продукции закупочные цены были выше заготовительных примерно в 9-10 раз, по зерну в 12-15, по подсолнечнику в 14-15 раз. На 1953 год государство 84% всего объема зерновых получало по обязательным поставкам и в счет оплаты услуг МТС, а добровольно колхозники продавали только 5% общего объема. Это и неудивительно, если помнить, что закупочные цены были все еще ниже колхозных. Колхозники тоже старались подзаработать. Фактически, во взаимоотношениях с сельским хозяйством был реализован лозунг налоговой службы «Заплати налоги и спи спокойно». Если сможешь вырастить больше продовольствия, чем должен сдать, то остаток уже сможешь продать по нормальным ценам на рынке или закупочным организациям. С животноводством ситуация была еще хуже. Убыточность производства мяса крупного рогатого скота в колхозах в 1952 году составляла не менее 95%, свинины 94%, молока 78%. Выращивать скотину было не просто убыточно, а в 2-3 раза невыгоднее, чем зерновые, и в 3-4 раза невыгоднее, чем технические культуры. В 1950 году в натуральном выражении по обязательным поставкам реализовывалось 90% сельскохозяйственной продукции. А в доходах колхозников доход от обязательных поставок составлял всего 51% по продуктам растениеводства и 44% по продуктам животноводства. Из-за разности цен 10% продукции, которую колхозники сбывали на колхозном рынке, давали им от 49 до 56% всех их доходов. Может возникнуть вопрос: ну работают колхозники в убыток, ну и что с того? В 1951 году зерновых в СССР в натуральном выражении было произведено на 65% больше, чем в 1928 году, а мяса на 5% меньше. При этом все эти годы в СССР шла активная урбанизация,
То есть все меньшее количество сельских жителей должны были кормить все большее количество горожан. То есть колхозники должны были работать все более интенсивно. В 1928 году в народном хозяйстве СССР было 11 миллионов рабочих и служащих, а в 1951 году уже 40 миллионов. Больше горожан, значит, чтобы их прокормить, нужно увеличивать размер обязательных поставок. Больше зерна уходит государству по обязательным поставкам, меньше достается самим колхозникам для продажи по более адекватным ценам или собственного потребления. В 1937 году на один трудодень колхозник получал 4 килограмма зерна. В 1940 году уже только 1,6 килограмма, а в 1951 году 1,4 килограмма, то есть в 3 раза меньше. Перед правительством замаячила перспектива, что колхозники просто разбегутся. Новый руководитель государства Георгий Максимилианович Маленков 8 августа 1953 года выступил с речью на 5-й сессии Верховного Совета СССР, где объявил о резком повышении заготовительных цен на мясо, молоко, шерсть, картофель, овощи, сдаваемые колхозниками и колхозами государству в порядке обязательных поставок. В 1953 году заготовительные цены на скот и птицу, сдаваемые государству в порядке обязательных поставок, были повышены более чем в 5,5 раз. На молоко и мясо в 2, на картофель в 2,5 раза, на овощи на 24-40%. В меньшей степени были повышены закупочные цены. На мясо в среднем на 30% и на молоко в 1,5 раза. Доходы колхозников в 1953 году увеличились более чем на 13 миллиардов рублей. Но возникла новая проблема. Если вы производите хлеб и начинаете дороже покупать зерно, у вас растет себестоимость хлеба. Если вы дороже покупаете мясо, у вас растет себестоимость колбасы. Помощь колхозникам обернулась ударом по финансам пищевой промышленности. Встал вопрос, повышать ли розничные цены в магазинах. Цепочка цен выглядела так. У колхозников сырье покупаем по заготовительным либо закупочным ценам. Пищевая промышленность его перерабатывает и отпускает в торговлю по оптовым ценам промышленности. К ним прибавляется налог с оборота и торговая накидка, и получается розничная цена, по которой еду покупают граждане. Тогда правительство решило розничные цены не повышать. Как результат, в 1955 году сливочное масло в магазине было в 2 раза дешевле, чем молоко, из которого оно делалось. А пищевой промышленности пришлось платить дотации из бюджета на покрытие убытков. В 1956 году вышло постановление правительства о запрещении кормить хлебом скотину. Хлеб был дешевле зерна, и люди, имевшие в личных подсобных хозяйствах свиней или кур, покупали хлеб на корм свиньям. Правительство осмыслило проблему и приняло по-своему логичное решение. Ты не будешь кормить хлебом свиней, если у тебя нет свиней. Кроме того, еще классики марксизма писали, что с развитием индустриального земледелия крестьяне откажутся от личных хозяйств, так как поймут, что копать грядки в огороде и растить скотину просто невыгодно, дешевле купить в магазине. Никита Сергеевич решил ускорить процесс. В 1956 году выходит новая редакция примерного устава сельскохозяйственной артели, которым урезается размер личных подсобных хозяйств колхозников. В том же 1956 году вводится денежный налог на владельцев скота, держащих его в городах. А в 1958 году выходит постановление о запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. Как говорится, нет скотины — нет проблемы. Кроме того, для выравнивания ценовых соотношений в 1956 году на 15% были повышены розничные цены на мясо и птицу и на 2% на животное масло. Запрет на содержание скотины в городах означал рост потребностей горожан в мясе в магазинах, а сокращение личных приусадебных участков колхозников — сокращение предложения. По РСФСР, например, если в 1958 году личное хозяйство в дополнение к общественному давало 2 миллиона тонн мяса, что составляло 51% от всего произведенного в республике, то к 1964 году оно давало только 1,6 миллиона
или 38% от общего объема. Но в 1958 году Никита Сергеевич ликовал. Заготовки зерна по сравнению с 1953 годом увеличились на 91%, скота на 62%, молока более чем в 2 раза. В 1958 году валовый сбор зерновых составил 141 миллион тонн, на 71% больше, чем в 1953. Производство мяса в убойном весе в 1958 году увеличилось в сравнении с 1953 годом на 2,1 миллиона тонн. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 24%. Благодаря таким успехам улучшилось питание горожан. В 1953 году работяга за год съедал 38 килограмм мяса, а к 1959 году уже 54 килограмма. В среднем же на душу населения мяса приходилось 40 килограмм. Для сравнения, в США в 1959 году на душу населения мяса приходилось 98 килограмм, а в современной России в 2019 году 76 килограмм. Достигнутые за 5 лет успехи обуславливались не только повышением закупочных цен, но и крупными государственными инвестициями в сельское хозяйство. Государственное финансирование сельского хозяйства за 5 лет выросло в 2,5 раза. Общая сумма государственных капитальных вложений в сельское хозяйство за 1954-1958 годы достигла 10,3 миллиарда рублей. Для сравнения, с 1918 по 1953 год, то есть за весь предыдущий период советской власти, государство вложило в сельское хозяйство 8,7 миллиарда рублей. Одновременно крупные капитальные вложения колхозы осуществляли за счет собственных средств. За 5 лет колхозами на нужды капитального строительства было использовано 10,8 миллиарда рублей, а за весь предыдущий период советской власти 10,4 миллиарда рублей. Тут, правда, я должен оговориться, что в источнике, который я цитирую, не указано, в каких ценах идет сравнение. Как бы там ни было, рост закупочных цен и крупные инвестиции сделали свое дело. К тому же 1958 год — это разгар целинной эпопеи, а отдача от целины начнет снижаться позднее. На фоне всех этих успехов правительство решило, что положение дел в сельском хозяйстве выправлено, и дальше оно пойдет само. В 1958 году обязательные поставки сельскохозяйственной продукции государству были отменены. Теперь государство могло рассчитывать только на оптовые закупки и должно было давать конкурентоспособную цену. Формально новые единые цены действительно были высоки. Так, в 1957 году заготовительная цена за тонну мяса была 150 рублей, закупочная — 410 рублей. А новая единая цена в 1958 году была уже 619 рублей. Рост закупочных цен означал новый рост издержек пищевой промышленности. В 1959 году операции по закупке скота, птицы, кроликов и молока в связи с повышением закупочных цен датировались из госбюджета. Правительство приняло решение с 1 января 1961 года повысить оптовые цены и отменить налог с оборота на продукцию предприятий отраслей мясной и молочной промышленности без повышения розничных цен. В 1961 году крайним государство сделало себя. Налог с оборота послужил демпфером, за счет которого удалось повысить оптовые цены без повышения розничных. Больше подушки безопасности не было. Государство надеялось, что с развитием сельского хозяйства себестоимость в нем будет снижаться, и можно будет снизить закупочные цены, а потом и оптовые. Но одновременно с отменой обязательных закупок в 1958 году были ликвидированы машинно-тракторные станции с принудительной продажей сельскохозяйственной техники колхозам. Раньше трактора у заводов покупало государство, оно и устанавливало цены. А теперь трактора с запчастями должны были покупать колхозники. Заводы понимают, что это их шанс подзаработать, и с 1 июня 1958 года повышают цены на сельскохозяйственную технику и запчасти к ней в 1,5-2 раза. Ничего личного, просто бизнес. В довершении ко всему, из-за высокого урожая 1958 года правительство решило снизить только что введенные единые цены на 15%, а на следующий год забыло их повысить обратно. Ну и до кучи в 1959 году сократились государственные инвестиции в сельское хозяйство. А что? Сами справятся.
Видимо, расчет был на то, что государство теперь платит за мясо справедливую цену, колхозы имеют хорошую прибыль и за ее счет сами покупают все необходимое. С 1958 года из-за снижения закупочных цен и роста цен на сельхозтехнику резко растут убытки колхозов. Резко замедляется обновление сельскохозяйственной техники. Заводы сокращают производство тракторов и комбайнов. Колхозы не справляются с ремонтом, так как бывшие механизаторы МТС, которые ранее обеспечивали ремонт, бегут из села. В РСФСР в годы семилетки из каждых 100 вновь пришедших в сельское хозяйство трактористов 84, проработав немного, уезжали из села в поисках лучшей доли. Происходит это все на фоне объявленной кампании «Догоним и перегоним Америку» по производству молока и мяса. За 5 лет себестоимость сельскохозяйственной продукции в совхозах надо было снизить на 21%, а фактически она повысилась на 24%. В колхозах себестоимость центнера крупного рогатого скота в живом весе в 1961 году равнялась 88 рублям, а закупочная цена — 59 рублям. Выращивать скот в колхозах и совхозах опять стало невыгодно, а со скотиной в личной собственности колхозников государство продолжало бороться. 25 декабря 1959 года вышло постановление о дальнейшем развитии сельского хозяйства. В нем государственным органам была поставлена задача в течение 2-3 лет скупить скот у рабочих совхозов и колхозов. Как результат, объемы производства мяса начинают сокращаться. В 1959 году было произведено 8,9 миллиона тонн, а в 1960 году только 8,7 миллиона тонн. По семилетнему плану среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства в 1959-63 годах должны были составить 8%. В действительности же они составили за первые 4 года только лишь 1,7%. В 1961 году государство спохватилось и стало выправлять ситуацию. Были снижены цены на сельхозтехнику, опять стали расти государственные инвестиции в сельское хозяйство. Вместо ликвидированных МТС создается объединение «Сельхозтехника» для продажи сельхозтехники и запчастей, ее ремонта и использования в колхозах и совхозах. Однако в 1961 году удается произвести только 8,7 миллиона тонн мяса. Столько же, сколько в 60-м. Происходит это на фоне продолжающейся урбанизации. За период с 1959 по 1963 год около 6 миллионов сельских жителей перебрались в города. Все меньшее число колхозников должно кормить все большее число горожан. Осенью 1961 года правительство оказывается перед необходимостью вводить ограничения на отпуск мяса из магазинов. Поскольку себестоимость производства в колхозах после шока 1958 года снизить не получается, а в убыток расширять производство мяса колхозники не желают, правительство приходит к необходимости еще раз повысить закупочные цены, чтобы сделать производство мяса рентабельным. И тут, наконец, мы подходим к тому судьбоносному выбору. За чей счет это сделать? Если повысить закупочные цены без изменения оптовых цен, пищевая промышленность опять станет убыточной. Годом ранее оптовые цены подняли без изменения розничных за счет отмены налога с оборота. Но теперь этой подушки безопасности больше нет. Значит, надо или платить дотации пищевой промышленности из бюджета, или поднять розничные цены в магазинах. 1 июня 1962 года ЦК КПСС и Совет министров в «Правде» обратились ко всему советскому народу. Руководство объяснило сложившуюся ситуацию и рассмотрело имеющиеся варианты, в том числе и вариант дотаций. Может быть, во имя быстрейшего подъема производства мяса и молока следовало бы переключить сюда средства в ущерб укреплению обороноспособности и развитию промышленности? Конечно, все советские люди понимают, что нельзя стать на этот путь. Напомню, что 1962 год — это еще и Карибский кризис, очередное обострение холодной войны. В общем, не повышать цены для колхозников нельзя, а датировать пищевую промышленность за счет других отраслей мы не готовы. Остается все объяснить советскому народу и повысить розничные цены. Фактически это значит
что горожане должны поделиться с деревенскими. Розничные цены на мясо были повышены на 30%, на масло на 25%. Можно ли было при этом избежать волнений? Наверное, можно. Объявить о повышении цен заранее, чтобы народ свыкся с этой мыслью. Повысить их в несколько приемов, а не сразу на 30%. В конце концов, мягче поступить с демонстрантами. Можно ли было все-таки найти средства для дотаций? Точно можно. Мы знаем это наверняка, ведь именно так власть поступала в дальнейшем. После Новочеркасска и затраты в сельском хозяйстве, и закупочные цены продолжали расти, а розничные цены на продовольствие правительство заморозило. Рабочие так напугали советскую власть, что во избежание подобных эксцессов в будущем правительство решило, что лучше будет датировать пищевую промышленность. В 1965 году розничная цена килограмма говядины в магазинах в среднем составляла 1 рубль 60 копеек, а затраты государства 2 рубля 11 копеек. К 1986 году розничная цена за килограмм была 1 рубль 77 копеек, а затраты государства уже 5 рублей 37 копеек. Каждый килограмм мяса, который съедал советский городской житель, увеличивал убытки бюджета. Но производство и потребление мяса неуклонно росло. Люди питались все лучше и лучше. Уже в 1962 году производство мяса в колхозах возросло с 8,7 до 9,5 миллионов тонн, а в 1989 году дошло до 20,1 миллиона тонн. К 1990 году советский гражданин потреблял в год уже 75 килограмм мяса. К 2000 году потребление мяса упало до 45 килограмм, или до уровня 1966 года, и восстановилось только в 2018. Средний россиянин в 2019 году потреблял 76 килограмм, на килограмм больше, чем в СССР, и на 22 килограмма меньше, чем в Америке съедали в 1959 году. Сколько мяса в современной России ест в год простой работяга, статистика умалчивает.